целом, по первым ощущениям, я никак не могу адаптироваться к тому, что здесь не надо закрывать двери. Я просто подняла трапик, и, ну, сюда никто не может попасть, ну. Это крепость, где поднимали. Да. И я никак не могу к этому адаптироваться. Мне все время глючит, что кто-то ходит вокруг, короче, что, ну, там какие-то тени, знаешь, из иллюминатора. То есть, ну, все время ощущение, что здесь кто-то есть, короче. Вот. А в целом ощущение, как будто я в шкафу. Это очень похоже на старую совдеповскую мебель. И такое ощущение, что я просто спряталась в шкафу и тут сижу, короче, вот. Как в детстве. Тесно, да? А? Тесно? Не тесно, просто интерьер как в шкафу. Ну, приятно, я думаю, с годами. За следующую пару лет. Ну и вообще все вот это вот, ну, дерево вокруг, оно, знаешь, ну как старый советский сервант, короче. Ну и ощущения такие. Вот. Я купила электрочайник, ну, чтобы здесь хоть что-то там, мивину как-то заварить, там, какой-то, ну, в общем, там в спаре было 2 вида чайников, оба дешевые, хреновые, но я взяла тот, что чуть менее дешевый, хреновый. Но он тоже такой, ну, я таких чайников еще не видела, у него там, знаешь, носик приварен, он, короче, металлический, у него носик так швом приварен. И он из такого тонкого металла, ну, прям такого аж, ну, вообще тонкого. Ну, короче говоря, такой чайник. Ну, ладно, перебиться мне главное здесь как-то. Ну, да. Ну, и на переходе все равно он нужен будет, надеюсь, не сгорит. Купили немного продуктов, ну, я не планирую здесь задерживаться особо. Я сейчас думаю, что, не знаю, в ближайшие пару дней мне нужно порешать все с документами. Я не знаю, как я это буду делать. Они английский понимают? Нет. Я не знаю, завтра, короче, с 15:08 меня заберет этот словенец отсюда, сказал, что заберет. И повезет делать мне регистрацию. Ну, то есть, я не знаю, я не понимаю его, он не понимает меня. Я не знаю, куда мы едем, что мы там будем делать, вообще, что мы там сделаем. Страховку я сделала у Мишку. Ага. Ну, Мишку это тот человек, который за нас поручился. Страховка, она на наше имя, да? На мое. Ага, отлично. И на лодку. А они такие сначала, типа, 7500, ну, по контракту смотрят, на 7500 страховку делать. Я такая, не-не-не, постойте. А вы еще внутри всякие штучки. Да, у меня вот бумажка. Они, вам, говорит, каска или по каске? Я говорю, у меня от третьих лиц, от ущерба третьим лицам в первую очередь надо. Ну, там, короче, есть такая фигня, что минимально, короче, сделать, которая необходима для регистрации, для выхода в море, короче, ну, то есть минимально необходимая страховка, она обошлась мне 360 кун. Ага. Кун, не евро. А та, которая от третьих лиц, Мишку я оставила все документы, ну, кроме своего паспорта, но они уже видели мой паспорт, то есть, я так понимаю, уже не надо. Он сказал, что сделает мне через пару дней, привезет в Марину или занесет на лодку. Ну, короче, он сделает через пару дней, это, типа, нельзя вот так быстро сделать. Ну, Мишка хороший мужик, он такой нормальный, короче, в общем. Так я не понял, а тебе договор купли-продажи на руки отдали? Нет, только копии. Договор купли-продажи мне принесут на лодку, либо Нэна, если он еще здесь будет, если он еще не уедет, ну, завтра он еще здесь будет, в таком случае. Либо Перо, ну, друг его, который с нами тут везде ездит, кто-то из них принесет мне, когда получит деньги. У меня только копии и видеозапись. Ну, он забрал вещи, которые хотел забрать, то есть он пришел, как бы, ну, мы обсудили, что он хочет забрать, там что-то жена попросила, но из таких нам нужных вещей он только бинокль забрал, а все остальное, ну, как бы не нужно. Ну, бинокль я не стала бодаться, господи, хер с ним. Ну, да. Он там несколько подушек забрал, там пару покрывал, там какие-то, пару книжек там забрал,
одежду там свою, штормовки там, ну, я тоже, как бы, такое все равно это надо покупать индивидуально. Посуды там немного взял, ну, то есть, миксеры, ну, такое все, короче, ну, то, что мне не надо, короче. Ну, для яхты это не касается, там не генератор. Привез 2 паруса больших, привез 2 новых бочки. Он обещал 1 парус, но привез 2 новых хороших паруса. 1 большой, 1 поменьше. И, ну, Геную и Стаксель, я так понимаю. Не знаю, короче, что-то там привез, я еще не разбирала. Потом буду разбирать. И привез 2 бочки нового газа. Ага. Вот этого формата, который у нас в лодку подходит. Уже ж у нас для газа специальный маленький рундучок. Я не знаю, ну, надо будет разобраться, где их там заправлять. У нас этих бочек здесь штук 10, наверное, по лодке, если я правильно понимаю, если это все они. Ну, короче, надо будет разобраться. Ну, в общем, 2 банки газа больших у меня еще полные есть на переход. Да надо, наверное, Евгения просить, он же говорил, что там 2 дня помудится, а потом может вернуться. Да ну его нахер. Во-первых, он неопытный. Во-вторых, он очень рассеянный. В-третьих, ну я просто от него физически устала. Неделю жить с нелюбимым мужчиной, это слишком тяжело. Ну... Я просто от него реально уже очень сильно устала. Во-первых, то, что он кинул меня на полпути, но это тоже нехорошо. Да, но говорил, можно еще попытаться назад затащить. Я не могу уже его тащить, он не тащится. Он тупит, блин, я с ним разговариваю, он, блин, тупит. Он не отвечает, он ничего не знает, он ни на что не реагирует. Ну, короче, блин, я не могу уже, мне от него тяжело. Понятно. Может быть, придется. Может быть, если тут случится что-то там с документами пойдет не так, возможно, придется. Ну, что делать? Но в целом он не выйдет дешевле, чем кто-либо другой, понимаешь? А опыта у него гораздо меньше. Он говорит, что сам покроет свой расход. Да, конечно. Ну, он вчера так сказал вечером. Я очень сильно. Ну, ладно, сам покроет. Вот посмотрим, он держит слово или нет. Ну, сегодня он как бы сказал, что я ему покрываю его штраф за то, что он не так запарковался. Хотя я ему сказала, что чтобы он проверил, правильно ли он запарковался, потому что, ну, это место, я не была уверена, что это правильно. Он говорит, все нормально. В итоге мы возвращаемся, там штраф. Ну, мне его пришлось оплачивать. Более того, мне пришлось оплатить еще 100 кун. Ну, плюс билеты я ему оплатила обратно, как бы, то есть это еще с тех денег, которые я ему высылала, как бы, то есть это все с меня. Как бы. Понятно. Плюс я ему аренду, блин, в Черногории не оплачиваю, потому что я ему оплачиваю даже машину, которую он запарковал в Черногории. Я говорю, вообще это нормально, как бы, ну, то, что я это должна оплачивать. Он такой, типа, ой, ладно, все, не надо, короче. Потом на следующий день вот для меня это принципиально, чтобы ты оплатила. Я говорю, хер с тобой, блин, просто отстань от меня. В смысле, а когда машину приходит? Он оставил машину в Черногории на платной стоянке на эту неделю. Я говорю, я тебе квартплату, блядь, оплатить не должна? А когда машину уберут с платной стоянки? Ну вот сейчас он туда поехал за ним. Окей. Понятно. Ну там 5 евро в день, да, но, блин, для нас это тоже деньги, понимаешь? Короче говоря, я уже не могу с ним бодаться, он не отзывчивый. Я понимаю, что мы без него бы не нашли лодку этого варианта, но Женя реально всю дорогу, блин, очень сильно лажал. Ну да, он как-то не очень нам... Он очень плавает в документации, он очень плавает в процессе переоформления, он очень плохо понимает, что мы делаем, куда мы идем, зачем мы идем. И я когда мне задаю вопросы, что это за документ, он мне не может ответить. Даже когда он пытается переводить, но он не так уж, ну уж не идеально, там не нейтив знает язык, ну просто достаточно, чтобы общаться, знает язык. Он плавает, понимаешь, и он тоже ни в чем не уверен, и в итоге он не проверил документы перед тем, как ехать. Он мне надавал всяких обещаний, что там есть какие-то вещи, которых там нет, что там будет какой-то сервис, которого нет, что там одни люди продают, в итоге продают другие, потому что этим людям эта лодка вообще не принадлежит. Ну, то есть вся вот эта история, она вот реально
просто опыт на будущее никогда не связываться с этими частниками-бегунками. Я понимаю, что в данной ситуации мы не получили бы эту лодку. Но, возможно, мы не потеряли бы слишком много, на самом деле, потому что, в принципе, такую лодку найти можно. Ну, еще бы месяц поискали. Это не критично. Ты понимаешь, что, в принципе... Ну, она хорошая, но это не единственная в мире. Но зато мы сильно бы сэкономили мне нервы и вообще здоровье. Потому что я реально просто сожгла себя в прах, пух и прах. От меня вообще там угольки остались к этому дню. И, конечно, я не уверена, что оно того стоило, но пути назад уже не было, и мне как бы уже надо было идти до конца в данном случае. Но в принципе, второй раз я бы на это не пошла. Я тебе говорю. То есть, если бы сейчас вот меня с этим опытом отправить назад, я бы все проверила, увидела бы все документы еще до того, как ехать. Я проверила бы все слова, которые они говорят. Я бы наняла брокера, который получает деньги не обязательно с меня, который может получать деньги от владельцев. Ну, по-разному брокеры работают. Я бы наняла брокера, который имеет брокерскую компанию, брокерскую фирму. Брокера, который делает сюрвей и конкретно решает конкретные вопросы, который может без меня даже купить лодку, который является гарантом, через которого я перевожу деньги, который является гарантом этих денег. А потому что Женя меня постоянно держал напряжение. Он говорил, чуть что, ему было не так, чуть что он был недоволен моими словами, он говорил, я вообще сейчас все брошу и уеду. И он этим меня держал постоянно на крючке, он постоянно, мной манипулировал. И это было очень плохо, понимаешь, это ситуация, где ни на кого нельзя положиться, где в любой момент любой человек разворачивается и уходит. Поэтому связаться с людьми, которые ни за что не несут ответственности в брокераже, нельзя. Хорошо, что мы все-таки завершили, кажется, почти этот путь, но этот путь был не самым простым, которым, в принципе, мог бы быть. Да, так делать больше не надо, я согласен. Да. Это была ошибка. Но на самом деле у нас не было опыта, мы не знали ничего, и мы как-то так, Я ожидала, что все больше будет на доверии, на исполнении собственных обещаний как-то, и если человек говорит, что есть ВАД, то его не может не быть. Ну да. Я была уверена, что эта информация взята, брокер, мне казалось, должен это проверить. Согласен. А он это взял просто на словах, и в итоге получалась такая, лютая история с этим ватом, И он, знаешь, сидит при мне, он-то думает, что я, вообще по-ихнему не понимаю, но я-то уже что-то понимаю. И он сидит при мне, говорит, она твердолобая, я ничего объяснить не могу. Я говорю, ты охренел, Понятно. Ну, да. Я говорю, ты не охренел? Тебе вообще, те, кто деньги, платит? Что ты... И причем мне-то он объяснить-то все объяснил, он ему объяснить не мог. И он потом признал, говорит, я ему объяснить не мог. Я говорю, а почему ты меня унижаешь при нем? Как будто, я не понимаю, ты вообще не попутал берега? Кто здесь тебе деньги платит? Что ты меня унижаешь при продавце? И это я тебе только один день рассказываю, а их было 7. Ну, хоть это, чувствуешь, что дело сделала? Чувствую, что голова болит. И сижу в шкафу за 30 тысяч. Не хочется тебя мучить, конечно. Куча вопросов. Не хочется мучить? Если тебе не хочется меня мучить, следующую лодку покупаешь ты. Хорошо, что я сегодня с собой взяла боат-мануал, потому что оказалось, что он нужен для страховки. Вот. Чтобы сюрвей не делать. Нам поставили вредность. Всем старым лодкам ставится вредность. Уровень вредности. И нам его, поставили то ли по минимуму, то ли по максимуму. Скидку сделали, за знакомство с Мишко. То ли 30, то ли 50. Я еще не читала документы, не было сил. Но документы все есть. Говоря, вредность у нас поставили нормальную. Понятно. Так, что тебе еще показать? Не знаю, вторую каюту, то есть третью. Третью каюту? Я, видишь, закрылась, чтобы никто тут не заглядывал. А то холодно уже. И пока солнышко было, тепло было. Это не очень теплая дверка. Знаете ли. Вы что, на яхте жить собрались? Зимой в Ирландии? Предполагаем, что
Да, нет, тут... Ой, мамочки, херню придумала. Это я ящик вина споткнулась. Нормальная тема. Так. Вот. Ну, я постелила покрывалка на матрас. Вот. Совсем мизерная каютка. Да нет, ты что, нормально. Двухместная кровать. У меня просто узкий угол. Ага. Нормально, да. Что тебе еще показать? Ну, вот слева вот эту отдыхательную зону. Вот эту? Ну, с другой стороны. С другого лева. Да. Столик масенький. Не, хороший полноценный стол. Ага. Он снимается, его можно убирать. И это тоже снимается. Разложить его нельзя? Разложить? Ага. Во что? Не знаю, более большой какой-нибудь. Что? Просто любопытство ради. Слушай, ну я не знаю, тут какие-то винты есть, его можно снять, насколько я понимаю. Ну, не знаю. Прикольно. Не знаю. Вот. Ну, наверное, это все. Что тут еще показывать? Ну да, действительно. Да и показывала тебе уже, в общем-то, все. Не, я впервые вижу, наконец-то, полностью. Когда было как-то в спешке, ничего не видно, а сейчас, наконец-то, можно поразглядывать, что тут вообще происходит. Поразглядывал, хватит. Ага. Приезжайте смотреть глазками. О, господи, форточку, что ли, открыть? Так воняет от этим каким-то средством от насекомых, которым обработали покрывало. Во всех комнатах так? Ну, в тех, которые есть покрывало. Получается, мы с тобой увидимся через пару месяцев. А почему вы спрашиваете? Ну, я просто фиксирую факт, перепроверяю. Ну, если я месяц буду стоять в Черногории, то я выйду только в конце апреля. Может быть, я выйду раньше, потому что, в принципе, на старт у нас деньги есть на начало пути. Может быть, я начну пока путь. Вася Суриков говорит, что его уволили. Он говорит, я свободен для перехода теперь абсолютно, говорит, вообще в любое время. В принципе, я думаю, что, может быть, я там за 2 недели починюсь и буду готова дальше двигаться, и тогда начну дорогу, и к концу апреля там хотя бы к Гибралтару, может, подойдем. Да, было бы круто. Это было бы реально круто. С другой стороны, мне не хочется, чтобы ты спешила. Мне как-то хотелось бы, чтобы ты как-то более, ну, как бы, не напряжно все делала. Ну, то есть, по мере сил, так сказать, вместе на лодке. Ты понимаешь, я все равно не могу расслабиться. Мне все равно впереди дальний путь. Мне все равно нужно готовиться. Мне нужно... Я ж не остаюсь там жить. Понимаешь, я же не могу сказать, ну все, я приехала, я дома, да? Ну, поживи там. А что, мы с тобой только через 2 месяца увидимся? Ну, я не знаю, просто хочется, чтобы ты как-то выдохнула. По мере сил можно решать. Лодка, когда качается, ну, когда приходят какие-то волны, издает такие, знаешь, небольшие, как, ну, не знаю, небольшие звуки. Я не могу назвать это ничем понятным. Ну, то есть это как бы вроде бы треск, но не треск, а какой-то такой тук-тук. Как будто, знаешь, вот как будто кто-то крадется, не знаю. А я еще здесь не адаптировалась, не привыкла, и мне все время кажется, что здесь кто-то ходит, короче, из-за этого. Может, какие-то там канатики где-то. Да, скорее всего, это где-то что-то, либо просто сам пластик, он когда, ну, играет, он может немногие такие звуки издавать. И сейчас он там уже остывает после солнца, он нагретый был, жара была большая, и он тоже какие-то звуки такие странные издает, и я как бы понимаю, что это там никого нет, что это, ну, у меня трапик поднят, сюда никто физически не допрыгнет никогда, это, господи, это так далеко от пирса, что просто капец. Это очень круто, что у нас теперь есть лодка. Я реально жду, когда она дойдет до нас. Если она дойдет до вас.
Я знаю, что она дойдет до нас. Ну, ты, блин, это приятно, когда в тебя кто-то так верит. Больше, чем ты сам в себя. Потому что для меня это за горизонтом планирования. Для меня горизонт планирования сейчас Италия. Это вот горизонт, дальше которого я, в принципе, особо не могу сейчас заглядывать. Ну, ничего. Ладно, я отдыхать. Мне вставать в 7 утра. А я... Потому что в 7:45 за мной приедут в Капитанерию. Ага. Мне нужно успеть проснуться, собраться, попить кофе и за 45 минут.